Всем привет! Рад вас видеть на своем канале Анатомия водного пола. Меня зовут Вячеслав Житник, и сегодня у нас с вами второй урок. Сегодня мы с вами разберем работу ногами брас. Это базовое движение для ватерполистов, которое в дальнейшем станет для нас основой для правильной работы ног. Если вы задавались вопросом, как ватерполистам так удается держаться на воде, выпрыгивать из воды, ходить по воде, то вся эта магия начинается с этого простого движения, которое впоследствии немножко в другой форме перерастает в то, что мы называем жим ногами. Но его мы разберем не сегодня, а на следующей тренировке. А для начала нам надо с вами научиться просто плавать ноги брас. Также я сегодня вам покажу два ватерпольных стиля плавания. Это триджин грудь и триджин спина. А также мы бегло коснемся само плавания брасом. Но об этом чуть позже, а сейчас давайте по порядку. И первое, с чего нам надо с вами начать, это освоить само движение ногами брас. Сейчас я вам покажу первое подводящее упражнение, чтобы вы поняли само движение. Ноги у нас чуть уже плеч стоят. В принципе, это не особо важно. Само движение выполняется таким образом. Первое. Подтянули ногу к ягодице. Второе. Развернули стопу. Третье. Оттолкнули, носок вытянули, поставили. Еще раз. Подтянули, развернули, оттолкнули, поставили. И так выполняем. Подтянули, развернули, оттолкнули. Подтянули, развернули, оттолкнули. Освоив это движение, вы поймете самый базовый принцип. Первое, что у нас подтягивается нога, как я уже говорил. После этого у нас обязательно разворачивается стопа, потому что это ошибка, когда нога у нас будет такая. И после того, как мы развернули, мы отталкиваем, выпрямляем ногу и ставим на место. Следующим упражнением сейчас я покажу уже чуть более сложную версию, тоже подводящую. Для этого вам нужно будет либо взять коврик, либо какую-то возвышенность. Я вам покажу на возвышенности. Это мы уже выполняем двумя ногами одновременно. Также садимся, упираемся, две ноги свели и начинаем также. Подтянули, развернули, оттолкнулись, свели. Какие самые распространенные ошибки здесь? Первое, это когда вы подтянули, слишком широко развели колени, и, соответственно, у нас ноги толкнутся с вами так. Нам нужно, чтобы наши пятки были шире колен, то есть движение должно быть такое. Второе, это если мы свели правильно, мы не развернули стопы и просто болтнули ногами вперед. Это тоже ошибка. Поэтому так, садимся и отрабатываем. Подтянули, развернули, оттолкнули. Носочки вытянули, это обязательно. 5. Подтянули, развернули, оттолкнули. После того, как у нас с вами стало получаться эти упражнения на бортике, на суше, мы поняли движение, дальше мы переходим на воду и начинаем выполнять это движение возле бортика. Выполняется оно таким образом. Беремся двумя руками за бортик, ложимся на воду, то есть держимся руками за бортик. И также выполняем движение ногами. Уже подтянули, развернули и опять же оттолкнули. И опять подтянули, развернули, оттолкнули. Здесь мы также следим за всеми моментами, что я показывал на суше. Первое. Мы также должны подтягивать ноги к ягодицам. Второе. Также разворачиваем стопы. Это обязательно. И потом также толкаем чуть в стороны. Самые распространенные ошибки это у нас, когда мы разводим ноги слишком широко, колени. Потом, когда у нас не разворачиваются стопы, это ключевой момент, стопы должны разворачиваться. И третий момент, когда мы выпрямляем ноги, но не вытягиваем носки. За этим всем нужно следить. И после того, как у нас начнет получаться это все выполнять возле бортика, дальше мы переходим к следующему этапу. Мы берем доску в руки и начинаем уже плавать сами ноги брас с доской. После того, как мы начали плыть ноги брас с доской, здесь зачем нам надо следить? Ровно все то же самое, что мы делали на подводящих упражнениях на суше и уже возле бортика. Это также стопы, это колени. И следующее, чему сейчас нам надо с вами уделить внимание, это скольжение. Этот важный момент, потому что если мы до конца не доскользили, мы будем подтягивать ноги слишком рано, мы будем себя тормозить. Мы не будем использовать полностью всю ту силу, которую мы вложили. И здесь появляется следующий важный момент на это скольжение. Это то, насколько мы подтягиваем ноги. Это будет большой ошибкой, если во время подтягивания стопы к бедру мы будем подтягивать ногу к себе. Нам нужно это движение минимизировать. То есть чем меньше мы подтягиваем к себе колено, тем лучше. Это будет, конечно, сильно упираться в вашу подвижность тазобедренного сустава. Но на любом этапе, насколько вам позволяет растяжка, приучайте себя, что на брасе колено подтягивается минимально к груди. Потому что если вы будете подтягивать сильно,
создает сопротивление, это вас будет тормозить. Вот это движение является ошибочным. Нам нужно подтянули минимально, развернули, оттолкнулись. Ну и теперь давайте с вами повторим все моменты, которые мы с вами изучили. Первое. Мы подтягиваем ноги. Второе. Разворачиваем стопы. Третье. Мы толкаемся в стороны. Потом ноги у нас сводятся, носочки вытягиваются и опять подтягиваем ноги. Не забываем скользить и не забываем разворачивать стопы в стороны. И, в принципе, на этом все. Если вы это все выполните от начала до конца, от подводящих упражнений, то для вас не составит труда плавать ногами брасом. Ну и теперь для полноты картины бегло коснемся работы руками брасом и координации рук и ног между собой. Сразу оговорюсь, плавание брасом – это самый технически сложный стиль плавания. И пловцы тренируют его годами, это очень сложно. Я, честно, сам не очень хорошо им плаваю. Ну, по меркам пловцов вообще, наверное, не умею плавать им. Вот. Но для полноты картины я вам покажу, как все это соединяется, чтобы вы уже в какой-то базовой версии могли плавать. Но опять же, повторюсь, если вам это интересны нюансы, это все к пловцам на канал, и они это там разбирают, много классных видео. Вот. А сейчас мы с вами рассмотрим основы. И сейчас мы рассмотрим работу руками брас. Выполняется оно в несколько этапов. Первое. Вытянулись. Выполняется захват. Разворачиваем ладони. Выполняется захват воды. Подтягиваемся вперед. Здесь у нас руки не уходят далеко назад. А вот мы подтянули. Дальше выбрасываем руки вперед. И вытягиваемся в стрелочку. Руки соединять здесь не надо. Просто вытягиваемся. И опять развернули. Подтянули. И выбросили вперед. И выполняем таким образом. Значит, раз, два, три. И опять. Раз, два, три. И теперь нам надо с вами скоординировать работу наших рук и ног. Выполняется это следующим образом. Руки также вытянулись. Развернули ладони. Подтягиваем к себе, поднимаем голову. В этот момент начинаем подтягивать ноги. Выбрасываем руки вперед. Выполняем толчок и вытягиваемся. Проскользили и опять разворачиваем. Начинаем подтягивать к себе. Поднимаемся и оп, и толкаемся. Ну и самая распространенная ошибка, так сказать, самая простая, это когда во время грибка мы как будто бы разгребаем камыши. То есть вот такой грибок, когда выполняем. За этим надо следить. То есть руки у нас развернули, локти мы подтаскиваем к себе. И здесь у нас уже заканчивается. Не надо вытягивать сюда руки. Вот, то есть мы камыши не разгребаем. Мы захватываем воду, подтягиваем к себе и выбрасываем руки. Ну и что касается координации между собой, это основная ошибка, когда мы руки еще не подтянули, подтянули ноги, сделали толчок и потом выбрасываем руки вперед. Здесь очередность такая. После того, как мы все подтянули, мы выбрасываем руки, вытягиваемся и потом толкаемся ногами. Ну, теперь подытожим. Когда мы плывем брасом, следим за всеми теми моментами, что мы повторяли на ногах. Это разворот стопы и скольжение. И теперь у нас еще добавились руки. Следим за правильным грибком, чтобы разворачивались ладони, подтягивались и правильно координировались между собой руки и ноги. А теперь мы с вами разберем стиль плавания, который чаще используется в водном поло, точнее даже не чаще, а постоянно, а в плавании используется крайне редко. Это треджин. Треджином можно плавать на груди, можно плавать на спине. В этом стиле у нас объединяется работа ног брасом и работа рук кролем. Занимались на первом уроке и умеете плавать кролем, и сейчас вы уже освоили ноги брас, то плавать треджином в принципе не составит для вас большого труда. То здесь нужно понимать. Здесь у нас на каждый грибок рукой выполняется жим ногами. То есть грибок рукой, жим ногами. Раз, два, подтянули. 3, 4. Подтягиваем ноги и выполняем. Зачем здесь надо следить? Здесь важно почувствовать скольжение. То есть движения не должны у нас быть короткими, судорожными, такими. Вот так вот мы не должны плавать. Вспоминаем то, что мы делали на ноги брас, скольжение. Также переносим это скольжение сюда. Ложимся и начинаем. Толкнулись. Раз, два, три. И также, когда мы плывем в воде, следим за разворотом стопы и также следим за тем, чтобы у нас рука тянулась вперед.
не делаем короткие грибки, как и на кроле. И после того, как мы освоили плавание треджином на груди, можно осваивать плавание треджином на спине. Здесь у нас выполняется все ровно то же самое. Это на один толчок ногами, один грибок рукой. Вот. Какие здесь бывают ошибки? Это у нас основная ошибка, когда у нас при плавании на спине руки идут не вдоль корпуса грибок, а грибок идет в сторону. То есть мы вот так вот гребем, и это ошибка. То есть чуть-чуть разворачиваем плечо, руку подсгибаем, выполняем грибок, толчок. И таким образом мы проплываем дальше дистанцию. Следующий момент, на который нам надо обратить внимание, чтобы нам удобнее плылось треджем на спине, это все-таки не классическое плавание на спине. Здесь наше положение корпуса должно быть не идеально ровное, лежать на спине, а чуть-чуть наклонено вниз. Таз чуть опускаем. И тогда нам с вами будет удобнее толкаться ногами, ноги у нас не будут вылазить из воды, и мы будем нормально с вами плыть. Здесь мы следим за теми же моментами, что и при плавании ноги брас, что и при плавании треджином. То есть ноги у нас никак не меняются. Также потянули, развернули стопы, толкнулись. Только теперь все это выполняем на спине. И на этом с вами у нас сегодня все. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Всем спасибо за внимание и увидимся на следующей тренировке.